too. Huh? I will not say loud because Falcons can steal. I mean, yes, this hero as well. But I'm gonna just be right clicking his core and there's nothing he can do. yeah, maybe, yeah. 10 of 10 runes today on never, by the way. He's dead on Axe. Ну как, что он делает на Axe? Почему, когда я играю против Axe, он стоит, бьет линию full хп, а этот чел бежит под Т1 вышку нахуй умирать? Slider TA can be. Yeah, but that's the thing, they don't have damage. But it's Nisha Storm. And maybe they flex to Mickey. But it's Nisha. Well, if they had Ala on team, they could flex. But not on mid, because on mid Cop will fuck your ass. Я думаю, мы относимся к команде. На самом деле, большинство команд сейчас играет от своего комфорта. Мы не исключение. То есть от того, чем комфортно играть игрокам, в каком стиле комфортно играть игрокам, большинству. То есть, опять же, ты, если будешь играть в команде, где 4 человека хотят более агрессивный геймплей, а ты будешь пассивным игроком, ну, у тебя будут, скорее всего, у команды будут плохие результаты. Ну вот что вам сказать. Идем 2-1. Сегодня 3-1 должно быть. В Белграде погода, смотри, какая бомбовая. Скажи, сегодня солнца нету, но в самый раз. Осенняя, да. А ребята у нас вон все доставки по КД. У нас в команде люди могут играть по-разному. Это хороший поинт. У нас есть хороший кэрри, который может играть и агрессивно. При этом может играть и в лейт, очень стабильно, спокойно. Мы изначально очень агрессивная команда, как только собрались, были первые полгода. Мы очень любили агрессивно играть и заканчивать игры за 20-25 минут. Это был наш плейстайл. И просто потом метод так подстроилось, что приходится играть по 60 минут, и мы поняли, что надо меняться. Вот. Я думаю, это от метода зависит. Условно, на Риаде у нас была такая метода, что мы заканчиваем за 30, мы берем все ауры и идем на пролом просто. Ну, у нас такая идея была. Еще и ФБ мистеру. Опа! Конечно. А как он за тауром оказался? Он ебал Лорд. Там кредит как. Это моя, брат. Реально? Да. Откуда? Ты домой ездил? Да. Ты чё, сука? Я же тебе сказал, что я поеду домой загрузиться. Когда ты мне сказал? Я тебе вчера говорил. Не обманывай. Я думаю, на протяжении сезона мы играли довольно-таки агрессивно в доту, но в моменте на Риаде уже и где-то ближе к инту мы начали смещаться более к пассивному геймплею. На инте, опять же, там в третьей карте против Экстрим это очень сильно проляло, что мы были готовы играть пассивно в доту, но мы не были именно где-то настроены у себя морально в голове, либо просто не было как бы идеи такой, что мы готовы закончить игру там за 20 минут. Потому что, например, третья игра против Экстрима заканчивается 20 минут, ну, без единого шанса, то есть 100%. В целом команда очень опытная, игроки довольно долго играют. Там Эдгар всегда готов в лейте купить там 6 слотов на любом саппорте, разъебать. Мы готовы видоизменяться под наше понимание игры, которое мы считаем в самом лучшем моменте. Сейчас поиграет, а он на ноги в шейкера. Кайфанет, ёпт. Так Алан тренируется для официалов. А он 30-й ногу хочет добить просто. Да, 30 ногу можно добить. Там еще фраза нехуевая. Какая? Типа wave goodbye. По-разному. Да, Бладстоун это типа сатаник. И тебе не надо тратить ульт, ты нажимаешь Бладстоун ульт и фулл хп. Я вот думаю, может без ПТ играть? Мне не нужно ПТ, наверное. You can stack triangle, maybe он не может Знаешь, забить. через аркан даже играл. Было бы глупо, наверное, сказать, что я ожидаю побед, потому что это очевидно. Но прежде всего я ожидаю сплоченности. Как я и говорил, все мы личности и все мы разные. Прежде чем говорить, надо научиться слушать, и это надо понять каждому в нашей команде. Потому что если мы пофиксим это, у нас, в принципе, проблем не будет. Вовчик на инте сказал очень правильную вещь. Нету врагов на этом турнире и на любом другом, кроме нас самих. Вот как только мы научимся бороть этих врагов, а конкретно нас самих, в определенные моменты дела пойдут в гору и проблем не будет. Ты после приехал Италии и поехал на чекап. Не было. Вот сейчас вспомнил, мы в Теслу, ты меня в Теслу подвозил, я помню. Я кровь сдавал перед тем, как уехать в Италию. Это же Блядь, классно. он удалил сообщение, я уверен. Сука, я уверен. Вот, пожалуйста. Нету нихуя. Сука, я позвоню Вавалу. Давай. Бля, я что, реально выдумал, что ли, это? Ты меня регал, но я отменил, да? Ты выдумал, я же говорю.
Я тебе говорю, я не был тут в Новом Белграде с тобой. Был. Я уверен, что я Мы с тобой один раз только здесь были, это было в ресторане. На завтраке. После сдачи крови. Все, мы с тобой не были больше. Нет, это даже с Артемом, по-моему, был. Извини, брат. О, как же так? А что? Пошел нахуй! Ну да, повезло такое создать с ребятами. Я ни разу не помню, чтобы кто сказал, что кто-то мне же на Твиче там условно, или что-то не сделал неправильно. То есть мы просто это конструктивно обсуждаем и приходим к общему мнению. Нет такого, что кто-то у нас кого-то флеймит, или никто не ссорится в целом. Такой здоровый коллектив. Веник 11500 был еще на 20-м. Да это тоже фишка для веников, то, что я вижу. БКБ? Ебать он попал. Чем? Гелем? Да. Бля, правые могут быстро камбэкнуть в моменте, если хороший файт один под треком принять. Да, но файтиться невозможно сейчас. Ну, тут просто смесь там, как бы, моего понимания, Астини понимания, и люди еще очень классно попались, там, гораздо умнее своих лет в целом. Это большая редкость, правда. А вот и ДК, вот на ДК уже невозможно играть, если он умрет. А он умер. Он умер, да. Горит. Он же убивает. Ну, я когда кнопки все. Пока Веник миллион импакта делает, как будто пиздец вообще. Вот такой же тиммейт, как и остальные именно в команде. Я с ним хорошо общаюсь, мы друг друга понимаем, мы друг друга поддерживаем в команде. Именно за пределами команды я считаю Вову хорошим другом, но то, что происходит за пределами команды, это абсолютно нельзя на это смотреть как с профессиональной точки зрения, потому что когда мы заходим играть, когда мы приезжаем на буткемп, когда мы заходим на КВ, это уже абсолютно другое. Да, Вова именно может давать где-то такие колы за счет того, что у него больше опыта, и так далее, он нам помогал в конце, но я не люблю выделять кого-то конкретно. Я считаю, что эта команда не могла бы существовать, не будь в ней все эти там 6 людей, условно. Ну, он точно огромный вклад в команду носит, я думаю, еще и в национальном плане игровом. Ну, вдаваться в подробности я не буду, я думаю, всем так понятно, что он очень хороший игрок. Ну, просто и в национальном плане помогает, подбадривает. Диман, ты видел Вова клавиатуру светится? Что? Вова клавиатуру светится. Да. Алан. Заходи. Чё, заходи. Нам Винис. Слушай, я бейдж не взял, Фила, еще. Кого? Бейдж не взял. Хороший. What, he tried to grief us? Kinda. Это просто сложно описать в разные моменты по-разному. Вот, как бы в один день могу там кому-то что-то подсказать в плане игры, кому-то в плане жизни. Своим опытом делюсь, как нужно правильно коммуницировать, как нужно правильно на ситуацию реагировать. И сам стараюсь конфликты сглаживать внутри команды тоже. Вот. Вова, я думаю, пытается так сделать, подрофлить как-то, посмеяться. Но в основном мы просто стараемся, ну, по крайней мере, я стараюсь, даже если я в тильте играю, я не показывать это или что-то такое. Hey Dim, I've been watching this new hero, maybe you'll try. It's like this purple hero with some summons. It's called Enigma. I'll wait for... He's gonna get the ball. Я подожди. В нашей команде собраны абсолютно лучшие игроки на своих позициях и лучшие игроки в ментальном плане. Где-то, очевидно, мы где-то можем работать над собой, нету как бы идеальных людей, их не существует. Я понимаю абсолютно каждого, как человек, как люди себя ведут, его в том числе. И как бы для меня мы коллеги, мы как бы общаемся на рабочие темы, как бы именно пытаемся добиться лучшего результата. Астини в нашей команде — это ментор, это наставник, это драфтер, это все-таки как будто бы сердце команды. Поэтому, если честно, трудно сказать, какую функцию он не выполняет в нашей команде. Он как генератор идей, он у нас драфтер изначально первой стадии, и потом уже там где-то мы подключаемся. Я не хочу именно вдаваться в какие-то подробности, но без Астини этой команды не было бы. В моем видении, супер очевидно вот так вот, да. Okay, we go. 4 чая. Подашь мне тоже? Да. Астини, в рот даем?
Дали в рот? Да, сегодня we need to дали. Дали в рот. Не понимаю, чему. Он will play access again. Он помогает в ментальном плане, поддерживает, сплочает всех, помогает там, решить какие-то проблемы. Вот это качество мне в нем очень сильно нравится, потому что там без него мы часто там, можем спорить долго и там не приходить к чему-то общему условно. Ну, тяжело дать ему именно какую-то конкретную роль, в моем понимании, потому что я бы отнес его к типу тренеров, то есть как шестой игрок, то есть он помогает и в драфтах, и по игре, и с идеями, и морально. В команде он, по факту незаменим. Это именно вот ядро нашего состава. Так что тут даже про разные функции говорить нечего. Есть человек делает очень много. И я ему очень благодарен за это. Okay, I'm done. Those I don't. It's no surprise. This shit. Вы пойдете курить, ребят? Я думаю, нет. Там холодно еще так. No. Месси. Хуеете, блядь. Энергию сохраняем, поиграть. Ну, мне кажется, без этого вообще далеко не уедешь, да, без доверия друг к другу. И иногда кто-то сквозь зубы делает это доверие, это тоже как бы правильно. Ну, допустим, у меня были ситуации, когда я там не хотел на героя играть, но я понимаю, там, я могу не видеть все ситуации, мне просто нужно это сделать. И принимаешь это, и идешь в бой. Чаще совпадает у нас у всех это мнение. Особенно вот на ИТ у нас было полная синергия на все 100% вообще. И по героям, и по драфтам, и по идеям у нас все это совпало. Там вот магия произошла. Это просто от желания победить и от подготовки, наверное, было. Холодно. Меня вообще... Быстрее! Аллилуйя, it's a raining day. Аллилуйя. Бля! Нет, там, блядь. Неожиданно, оп! Тише. Хорош! Да у каждого из ребят происходят какие-то изменения. Касательно Алана, да, я действительно всегда стараюсь где-то помочь советом, но зачастую это проходит, например, на Инте мы ехали в лифте, и он говорит, блин, Фил, типа, что вот мне сделать, чтобы, типа, там выйти сейчас из тильты? Я такой говорю, слушай, я тебе скажу довольно банальную вещь. Вот там, не знаю, Майкл Джордан, прежде чем забить там 3000 трешек, он промахнулся, нет, тогда не надо. Он говорит, тогда оставь, типа. То есть его не успокоить тем, что, типа, ты его там похлопал по плечу и сказал, чувак, мы 3-е место, все окей, это круто. С ним так не работает, но все равно я вижу, у него меняется и как бы и менталка в том числе, он как бы борется с этим, у него очень круто получается. Don't say it. Я ни разу по очереди не попал. Now I remember what it means because I literally forgot. Что, можешь забрать? And after I said, да, from Vova. Ага, давай. Тогда сетаем. Нормально? Я на улицу больше не выйду. 38. Под кольцом бы поставить, сука. Стол не настроился. Настраиваем. Сейв. Admin, can I ask for hand warmers? Sorry. Hand warmer. Yes. Давайте стенить. О! Йоу. Года. Погнали, пацаны. Астин, let's go. Давай. You know what to do, but don't say it. Oh, that's a trap. That's a trap right there. Nero fell for it. The replay was not meant for farming. It was for killing. That's kicking off the ball in the next one. Okay. Sonic Wave. Another one. Nero back home now. Farming. But the ball going to be the jump second. And then Ice Stalker. So he goes down. And there's the second with the jump. Going through that Juggernaut and just is gone. Nero holding the dive. Sets up the spears. And then he wants to buy power. Out that something happens. He's gone. And save will die. Надо сначала за ними вообще зайти. Куда я пошел, блядь? Я с вами поеду. Нифига себе, зато вас уже жду. Простите, господа. I come pick up. You have bases? I have one. You understand what he trying to do? He banning Zoo versus Jack and like picking Jakira, so I cannot like play start originally. Oh, 75 mana, okay, bro. I think he was screaming like, Ryan, give me mana!
Time. Всем по бананам. Мне, кроме Дук. NS was best pick, I think. Lycan would be I think it's a weird game. They cannot play game against Lycans. You play very well. No, but NS, you threaten Jug full game. He cannot play the way he wants to play. Something like we don't see. He forgets to Falcon Rush is constantly getting damage. Kez get initiated on. No one is right there to help out, but Kez is still gonna go down. A big source of damage gone for 100 seconds. Nineclass is gonna get pummeled down by Keratin. He's just gonna chase him down, and they're going for the full Delta split. DM's already pushing the wave out. Nineclass will drop with the Collis. Stuff did get the Pierce the Veil off, so that's a quick react. Spending half of that time just chasing him. He needs to be KP off. Satanic is going to get word dealt with. There's the Shoto side for the passion, but is it going to be enough for this Kez to stand his ground? No one. Hari Vision, this game 2 seems like it's starting to get sealed and dealt with, but Kez will come in for one more buyback. It's coming back in. Who's this ulti? Satanic is in. That's it. That He's already gone. He still has a Satanic, but he's down to half, and they just unlock him down, and that's going to be the game. GG, we are going to it. Дарма, если бы мы не дефали, игра была бы в 20 раз проще. Что мы нафидели там, хотя у нас тайминги, ну типа... Не дефали? Но мы не можем пускару убить, без БКБ на мне. Понимаю, что ты считаешь, но мы прыгаем и умираем просто, и фидим игру. Ничего, мы деремся нормально. Ну, я просто не делал follow-up damage, я хочу ждать Марси, убивать Марси. Возможно, мне стало скубить. Я не уверен, что для нас подходит детство по геймплею, потому что это герой, который должен коммититься и до конца бежать. Мы так просто по макро делаем. Вот если что, выигранная игра. Я не понимаю, почему не герои рядом со мной. Да, но мы чейзим в них. Зачем вам чейзить в них, если мы фрикил мертвую делаем и мы забираем тавер? Как у нас справа герой туз. Надо реплей смотреть, потому что я даже не смотрел тот сайт. В этом и проблема, что мы делим файт, ребят. У нас файт на Тарме и файт на всех Рошанах. Вот это мы очень плохо брали. Say like execution wise we fuck up when we should be taking their tier 1 tower. We full overextend, we split targets, we forget like objective is opening the tower. I mean, understand this hero is powerful, this guy is good at this hero, this I don't disagree. No, it's about me more. But we should stop thinking we need to kill Puck. We don't need to kill Puck to win a game. Let's go, bro. Alright, давай. Let's see what's draft order is. Attention. It is! It is the Satanic Storm Spirit, so I don't need to shave my head or anything, but... All jokes aside, all fake Pokium aside, this buyback was beautiful. Beautiful execution. One of the best heroes to defend the high ground with, of course, is the Storm Spirit, because he can insta appear in the fight after buying back. That lane ward right in the middle, showing everything. There's only a jump from DM, but doesn't catch the Spirit. TPK already set himself with that BKB early enough. No one bought back. DM buys back. Satanic goes in. Kiritich, refresher, lock in on Satanic, but he makes it out with 1,000 HP. Can they kill him a second time? There's the spear back, and they got GPK. Snowball save comes out at the same time. There's GPK and save both together. Arena walls blocking some of those hits though, and Storm at the back getting caught. Kiritich takes him out. Satanic with the buyback. No one now close to a dieback. He's gone. 2 minutes out. Nero will fight versus Nineclass, and Satanic goes back to action, finishing off the Centaur. GPK low 1 HP. He's trying to dodge as much as he can, but it's gonna be too much. It's gonna be too much. Ты можешь отдать? Где кулачок фил? Забыл. Че кушать будете, пацаны? Да мы наелись вроде. Понял. Хорошо было. Понял. What is the IMBA thing to order? Yeah, maybe one. Yeah, you can order me double Что ты, cheese. Виктейси будешь, Дима? Да. For me, double. И 9 nights. For me, double cheeseburger. Получилось. Arsenio, when the score was 30-1, you was fate on us? Yes, I always thought we could win if we press all spells together. Yeah. And we did. I think I fucked up on top wave, that's the main reason. I mean, their carry also played like perfect series, to be honest. Yeah. Блять, я не ставил против Фуриона. А против Фуриона там не прям что-то делали. Не, я говорю, если бы мы не стрейфились на смолкемп, мы бы хотя бы так не видели.
До этого были самые смешные. Вот Про проставочников самое смешное. Да. А потом я сказал, это стендап, и друг сказал, так что мы сидим? Не, все, пока нет ситуации. Киритыч смог по-прежнему работать, сейчас будет ревелиться. Нет, Амарный пошел дальше. Киритыч в позиции. Он is allowed to play Kez only на виртуал. He's in jail now, this hero. Не, просто если... Кухня, короче, внутриигровая у нас такая, то что если у нас плохая менталка, то мы плохо играем и все такое. А так, если мы вообще на вайбе двигаемся, все хорошо, то мы очень хорошо играем. И я думаю, основная проблема в менталке, то что будем ли мы в хорошем ментальном состоянии, типа, или нет. Но я думаю, мы работаем над этим, я думаю, мы становимся лучше. Otherwise, there's no reason to expose you so much. Will the fuck me with Night Salt? Cool, that is... Storm, Club, Puck. Yeah, and when I ban Puck, I They wanna roam, right? Yeah. They wanna play quick, as you said. It's in the week. He's playing kind of like either Tusk or Zenfire. Мне кажется, в этом плане сейчас как будто бы все команды из топ что-то свое делают. Не знаю, Виспер играет на мид-энигмах, условно. Там Фалькон флексит Хускара и Тимбера. Бэтбум там с Сенкингом он разваливает. Ванек вообще играет на там разных худвингах, там, ну, короче, на своем месте, на МРтах. То есть все играют свои меты, на самом деле. Все просто пикают то, что подходит их команде. Мне кажется, что мы команда, которая строит мету, а не подстраивается под нее. Мы, например, первые на инте, одни из первых, кто обуздили доминаторы в 4 героя. Я этому тоже не сильно рад был, потому что крипов на карте просто не существовало. Но вот, как бы мы просто поняли, что это самое имбовое было в моменте. No. Nerves is different. I can tell nerves affect, but it has nothing to do with nerves. I can differentiate. I remember the black hole into the like wolves. That's what I remember. Yes. But that's it's other. It was this tournament. No, it was this. It was this. Yeah. Real? Yes. It was game 2. We destroyed them like... Как будто мы такая команда, мы никогда не делаем то, что именно вот в тупую делают все другие. У нас есть какое-то свое понимание игры, к которому мы отталкиваемся, понимание нужд нашей команды. Там в какой-то команде на кэрри Скидер, в какой-то команде на кэрри Тора. Там, условно, они же играют по-разному, правильно? Вот у нас на кэрри там Алан. Зачастую, да, потому что у нас, например, Сидгар в команде, он свою игру строит вообще в целом. Low pure? Go first pick. First pick. You're the guy from Dubai, right? Yeah. Hello? Test. Меня слышно? Да. After that, got no one coming into the lane, and that's a snowball. Sudden now 9 Class has been caught a little bit too. Stacks on that. Oh, napalm and into this ancient creep, just kind of moving forward onto Ace, taking a lot of damage, and he'll just backline though. Ducalis is gone, and Satanic looking like he's next. Now they've got this Beastmaster in no it, but Hurricane doesn't matter. Snowball, step out of the side of it. Spirit Vessel down the ice path, but it doesn't look like it's gonna matter. 3 strikes. Stampede to try and stop the TP out from Beastmaster. They've got that lasso. Little fire roar, and TPs are coming through from the side of Liquid. They need to get out of here. The TP at 10. 9 Class into Wukong's command, and now the snowball cuts across. Satanic dead. Just to proc the Lincolns. Then you jump in. Backlines. War on the Tusk. Party But though. they've got the card from Ace. They don't have any answer to this. GG is called. DM Satanic, and no one will die. So 30-10 Liquid just very far ahead. What we want to do, like map was fine. Like I would say we maybe can try to apply more pressure, in my opinion. But we can wait also Radiance Dummy too. This is like about more pressure, it's like the... I couldn't play this game. They play on my triangle, they play on my jumps forever. I don't know where to find final star. After these fuck-ups, and here we were... No, I mean, 12 wins before fuck-ups. They just go on me, farm my camps, and we don't defend it. It's not assaulting, you know, Stadium. I'm just saying, like, what I'm feeling. Yeah, like not having the best game. That the game didn't work with the heroes we have and against the heroes they have because we're not playing Dota. We react one time, then we full brain dead. We just die, and don't try any. We feel behind, so we don't use timings for anything, right?
We don't contest Storm. We don't contest Roche. We don't... Because we know they will connect and they will react. And they... Guys, we should discuss not Dota stuff. We should discuss how we want to win. I don't want to go try next game and just lose. For fun. I don't want. Да пусть делают, что хотят. Нет, что. Мне в кайф с этой командой играть в такую доту. Но иногда, конечно, у нас бывают такие идеи. Don't Google. То есть ты выстрелил на одном турнире, который там длится 2 недели, и весь год ты там плохо играешь, для меня это не то. Думаю, развиваться буду по ходу. Не буду ничего ждать, просто надеяться, что я буду в прайме весь сезон. No, don't go about it. It's not like that. It's not Dota. Forget heroes, guys. Don't waste any second thinking about heroes. We need to do what we do. What do we do? Control rooms, open safe flame tower, and like this really dangerous. I would recommend for today we just don't do, even if we feel like we can do. Because it's a thing that like tier 1 teams do, and we're not tier 1 team right now. Чтобы мы больше выигрывали, вот, типа, не топ-2, не топ-3, вот, а топ-1 был. Ну вот, это просто мои надежды, что мы как-то больше турниров будем выигрывать. Потому что мы и друг к другу уже больше притерлись и все такое. Я думаю, играть должны лучше, условно. Я думаю, хотелось бы поработать над психологическим состоянием тоже, именно стабильностью, то есть где-то чуть лучше еще к людям находить ключики. Как ляжет драфт, насколько далеко пройдем, насколько мета изменится? От этого зависит. So let's say we just open tower, we play Mac, we don't try those like high risk. If I will first pick again, I pick any Mac, because then I have more chance. But the thing is like, they have a good on me. Okay, really good. Ну, это просто интересно, то, что ты приезжаешь и выигрываешь там 2-3 турнира подряд. Вот это весело. Мне это ближе, то, что ты приходишь на каждый турнир, ты его можешь выиграть. Понятно, то, что все стараются, но вот я хочу вот это ощутить, когда вот все знали то, что сейчас вот эти гладиаторы опять в финале, все боялись их, и то же самое с Фальконами, и типа никто не понимал, как их выиграть. И я вот это тоже хочу прочувствовать, так сказать. Let's go. It's actually I like it about a lot of things. Yeah, that's a good. Guys, you here? Yeah. The good thing about team was always that we are good at resetting. It's a life for our team. So let's pretend it was warm up as always. I don't know. For me, I mean. For me, if we want to reset, we need to talk how to win. Like, for me, I don't know, Alan, if you tilted, just say this. But you need not to be tilted. Like, overall. If you think you are best, you are not the best. We are a team equal to everyone. So we need everyone to try hard as fuck. And to help each other. To respect each other. If you think you need 1x9, no, you don't need to 1x9. Just fucking trust to your teammates. 2 times this game, you don't trust, we lose, in my opinion. You don't trust, don't TP mid, you don't trust to wait Dima top. That's my take. So if you team player, become team player. No, you don't need to try your best in Dota, you need to try your best to be a good teammate. And believe in each other idea. What changed with you, with your voice and stuff? Can't we beat Liquid 1? I mean, of course we can. We can improve in 1 second. We just need to be in good mood and good shape, guys, and that's all. Just forgot everything you know about pub Dota, guys. Be fucking competitive players. Competitive players come and play. They don't want 1x9. They want just to come and win official, no matter what. I don't want to play pub. I play pub every day. I'm here not to play pub. I'm here to win, to earn money, to win competitive Dota, to get respect. This game we played full 0 respect. If I would watch replay, I would say team bots. Fucking team bots. Yeah, Furion bot was this game. Everyone, 5 people bot. No, Furion was 6 bot, coach bot. Because I need to make you guys play as team. No, I need to make you guys play as team.
That's they can move the Meepo from bot lane through the mid game. Think about Get the parries. DM is alive for now. These Eidolon's damage stacking up. Snowball cuts across. Oh, they're gonna get two. And here comes Ducalis, who's you end up getting a doesn't have full the brace. Isn't it 2 seconds though? And is here. Meepo going for Kez, but now getting turned on. Nisha's gonna go straight for Satanic. They go to the Sonic Wave. The damage, oh, almost there. Now the Static Storm. Oh, Satanic's gonna live. Lane smoke. Oh, perfect vision. And Did they go on him? And it again. This is a big commitment for just 80 there again with the BKB being popped by Mickey. Wyvern, the BKB is going to be running out on Mickey. So now the net connects. They want the poofs. They want the damage. Get the kill on a Kez. The Midnight Pulse is on the ground. They get Mickey. The Sonic Wave is worth nothing to them. And all they got was a kill on a 9 class. It's on Anisha. They go to the totem. They want to dive in. They're switching to 3 tower. There's a grappling hook. He's bit. The Echo Slash kills Ducalis in 1 slash. BKB's gonna be popped here by no one. They go to the Static Storm. It's gonna be on the 2 with the kinetic field. They might be able to get the kill. They've got the Cone Embrace, but now Meepo's in. They have the silences. The Echo Slash is coming in. They get the kill on Anisha. They'll take out Boxy 2-hit with buyback. They're trying to get the kill here on Anisha. They've got the Cone Embrace, but now the Meepo is in. They go to the Witcher's Curse. Is gonna be onto this. Might just throw him, but they already got the kill to no one, so he turned around. He got back in the previous fight. He goes into the BKB. He's trying to get the Sonic Wave to get some distance between him and the Meepo. But Ace goes into the shapeshift. Oh, the scream! The damage on the Satanic. They get the kill. He's gone for 2 minutes. Проебали. Скорее всего, это может сильно поможет. Потому что вот Алан, например, высказался, да? Ну, нам все равно нужно будет с ним поговорить. Мы же как бы только начинаем путь. Синий соло драфт. И что? Так какая тут нет проблемы в драфте? Ну как, Диман? Ну как, я иду в гейт, а они нападают и убивают. Ну как? Вот все игры у нас было все нормально. Мы играли как ебаный мусор. Когда? Блять, мы не держим хайграунд по КД. Вот это вот пиздец, я согласен. Мы въебали каждого, в любой серии. Мы просто каждого Рошана въебали. Плохо играем в доту, я согласен. Ну вот. Что? Какая разница? Сегодня мы должны выиграть. Для него начали. Видите, Сава центр. Кажи, дай Боже, кажи, там, кажи, Реко ти да пошлеш, Ну, это типа я вообще не виню здесь никого, потому что мы сидели в играх, успокаивали Алана на плату. Не знаю, мне просто не нравится наш подход. Какой именно? Ну вот просто оверолл. Мы же на похуй. Ну вот нет, ну блять, у нас нет никакой подготовки. Мы приходим, просто играем. Просто играем. Нет идеи. Да, но мы хотя бы искали их. Здесь мы нихуя не ищем идеи. Мы просто заходим, блять, поиграть. Что, пойдем или мы ждем? Жду ребят, они прошли. Они уже прошли. Да, всем спасибо, на самом деле, за вашу поддержку. Я в каком-то смысле ради этого в доту-то играю. Ради того, что турниры выиграть, бабки зарабатывать и вас радовать. Очень часто советуют героев, там поиграй там, на Dragon Knight 4, поиграй на Спектре. Там. В целом очень много добрых комментариев, то, что вот там молодец, там играешь по-другому. Так что спасибо вот за эти добрые слова. Я вам очень благодарен, ребят, что болеете. Я надеюсь, мы будем выигрывать очень много турниров и радовать вас. Да, будьте счастливы все, может там... Да, просто будьте добрее друг к другу, ребята. Вот. Спасибо за добро, которое вы сами приносите.